На нашем канале мы вам рассказывали уже о людях железнодорожных профессий. Монтер пути, дежурная по переезду, девушка-машинист. Ну а сегодня посмотрим наизнанку профессии разъездной кассир. А это значит, что время путешествовать на электричках на WSV Media. Мы на Балтийском вокзале Санкт-Петербурга. До отправления электропоезда остается несколько минут, и наша сегодняшняя героиня Валерия готовится к рейсу. Заполняются журналы, график, рапорт, активируется касса по персональному логину и паролю кассира. В него заправляется свежая лента. Кроме того, нужно еще получить в центральной кассе размен на случай, если у пассажира наличка в кармане, и активировать видеокамеру «Дозор». А на перроне тем временем нас уже ждет наша «Ласточка». В сегодняшних наших планах сокращенная смена до Оренбаума, поедем и обратно. Так, ну все, мы идем. Нет волнения перед сменой? Нет. Нет, здорово. Куда нам нужно? У нас сколько тут? Целая «Ласточка», да? Куда мы сядем? Мы сядем в первый вагон, там у нас служебные места, и начнем свою работу. Как вообще обычно происходит настрой перед сменой? С улыбки, дома в зеркало. Вот так вот. Хорошее дело, особенно при нашей питерской погоде. Да. Улыбка решает. Мы сели в поезд. Ваш покорный слуга беззаботно шутил, как вдруг поезд тронулся, и сразу, словно по сигналу, началась работа. Уважаемые пассажиры, приготовьте проездные документы и документы, подтверждающие право льготного проезда. Услышав командный голос Валерии, мне самому захотелось тут же оплатить проезд еще раз. Спасибо. Наблюдая со стороны за работой, думалось, что, конечно, такое не каждому под силу. Работа кассира – это постоянная работа с людьми. Скажу по себе, я бы точно не потянул. Уж больно разноплановые у нас пассажиры, так скажем. Все с разным настроением, а главное, со своим мнением и идеями, от которых к концу рабочего дня наверняка притомишься. Но видно, что к Валерии, что называется, не прилипает. Не в последнюю очередь благодаря ее положительному настрою. Интересный, наверное, вопрос, который будет наши зрители интересовать. Что делать, если человек отказывается платить? К сожалению, нужно оплатить. С этим ничего не сделаешь. Ну понятно, вот он такой вот разгуляет, говорит, я не буду платить. Что с ним делать? Грудки трясти? Попросить выйти на ближайшей станции кассовой. И что он любезно ответит на это? Не все любезно отвечают. Все? Не все. Не все. Я так понимаю, что большинство. есть где-то тут охрана, да, доблестная, которая поможет, так скажем, в случае какой-то непонятной ситуации. Конечно, есть транспортная безопасность, которая всегда нас выручает, приходит на помощь. Таким образом, безбилетников гораздо меньше становится. Выдворяют, так скажем, из поезда, да? Помогает. А на каких направлениях вообще работают? Финляндский вокзал Выборг. Какое больше всего нравится? Финляндский Выборг. Финляндский Выборг. Ну, а вот, получается, нужно ездить туда-сюда, потому что, я не знаю, есть любимые станции или там еще какие-то любимое время суток, когда вот работа доставляет больше всего удовольствия? Это, наверное, утром, когда все едут на работу. И уже, наверное, тоже вечер, когда все едут уже с работы. Почему, интересно? Потому что утром все заспанные еще пока едут, а вечером уже все торопятся быстрее домой с улыбками, торопятся к семье, к близким. А ваш покорный слуга еще помнит те времена, когда кассиров не было и были только контролеры, их появление в вагонах было нечасто. И, собственно говоря, когда они появлялись, добрая половина вагонов выбегала в одной двери, бежала по платформе и вбегала в следующую дверь. Сейчас такие, конечно, уже побеги тяжело себе осуществить, потому что и турникеты есть на станциях, ну и, собственно говоря, разъездные кассиры. Наш поезд прибывает на станцию Сосновая Поляна. Какой у вас график рабочий? 3-2, 4-2. То есть 3 дня работаем, 3 рабочих, 2 выходных. Потом 4 дня работаем. 2 выходных. Подождите, я 5 дней работаю. Ну, у нас зависит от нормы часов. Я понял. А сколько нужно вообще в день? Сколько может продолжаться рабочий день? 12 часов условно. С 6 утра до 6 вечера. Как же бедные ноги-то? У нас есть также перерывы, где мы отдыхаем. У нас также предусмотрены комнаты отдыха, куда мы можем в перерыв большой прийти, поспать, отдохнуть, покушать. Значит, у нас «Ласточки» 5 вагонов. Что делать, когда все 5 вагонов проверил уже? У нас также есть еще станции, на которых мы совершаем остановки. Также мы проходим и проверяем вошедших на этих станциях. После этого повторная проверка, чтобы все покинули состав на своей станции. Никто не проспал, никто не остался. А сколько вы работаете уже вот в этой работе?
в марте будет 2 года. Вы уже, наверное, в процессе своей двухлетней работы стали таким психологом-физиогномистом, да? Это я к тому, что, наверное, постоянные пассажиры, они как-то в памяти откладываются. Конечно, откладываются. Чаще всего, конечно, откладываются даже, наверное, не сами люди, сколько животные, которые с ними ездят. Животные? Да. Интересно, да. Хорошо. А какие-то людские истории, может быть, уже есть какие-то, не знаю, знакомые пассажиры, которые постоянно ездят? Может быть, известно что-нибудь про них там доподлинно? Да, есть такой пассажир. Он всегда ездит утром с Мельничного ручья. И каждое утро, если я прихожу на работу на это направление, всегда у нас начинается с улыбки и с вопроса, как дела друг у друга. Вот, очень приятный. Посадка окончена. В обязанности контролера-кассира входит проверка оплаты проезда и контроль посадки-высадки пассажиров. Также контроль документов тех, кто имеет право на льготный проезд, то есть это пенсионеры, студенты, школьники, многодетные семьи. Вообще с появлением приложения проще стало билеты проверять? Для пассажиров это стало удобнее, так как им не нужно стоять в очереди в кассу. Для нас главное, чтобы был проездной документ. Надо сказать, что АО СЗППК активно развивается и постоянно прокачивает сервисы для удобства пассажиров. Благодаря внедренным современным цифровым решениям, покупка билета на электричку стала максимально удобной. Так что причин не покупать билет и ездить зайцем теперь, в общем-то, и нет. Ну а какие-нибудь, я не знаю, отъявленные неадекваты попадались, что они из себя представляли? Таких, наверное, не было. У нас все пассажиры хорошие, все адекватные, добрые, улыбчивые. А если произвести такой топ, так скажем, пассажиров, вот, допустим, если мы возьмем детей, дачников, пассажиров с животными и футбольных фанатов, кто самый любимый? Пассажиры с животными. Почему? Они самые добрые. Вот как. В принципе, это логично. За неторопливой беседой, сопряженной с проверкой билетов, мы доехали до Ораниенбаума. Тут у нас была задумана короткая пересадка на обратный поезд до Балтийского вокзала. И надо сказать, что такой случай скорее исключение, потому как бывает, что нужно обратные поезда ждать несколько часов. Мы же меняем платформу, и вот уже к ней прибывает «Ласточка» до Петербурга. Поделывают ли сейчас пассажиры билет? Да. Что за технология такая интересная? Тоже старый факс где-то открыли, что ли? Не поверите, есть приложения, в которых можно подделать билеты. Того же самого приложения Яндекс.Электрички. То есть все то же самое, но билет недействителен. Поэтому просят расширить, да, как бы контролер. Я, кстати, очень удивился, как ты ехал на электричке, мне говорят, увеличьте. Не расширить, а должен быть динамический штрих-код живой. Динамически нажимаешь, да, нажимаем, он крутится там или появляется логотип. А когда-нибудь бывало такое, что идешь, проверяешь билеты, и человек на другом языке разговаривает? Да. И что проверяешь? Переводчик в помощь. Вот этот вот транслейтер. Да. Английский, китайский. Кстати, очень часто китайский. А так как разговор на английский? К сожалению, на троечку. Понятно. Сейчас вот интересно, бывает, едешь где, за границей, ладно, а где-нибудь такой за границей, где вообще язык непонятен. Действительно, вот эта вещь спасает, когда берешь, говоришь туда в трубку, и человеку что-то там трубка объясняет, в свою очередь. Путешественникам заметку. А глухонемой? А глухонемой? Здесь уже помощь жестов, как можем. Либо... В принципе, что может хотеть разъездной кассир, достаточно должно быть понятно даже и глухонемому. Все просто. Билет и паспорт. Да? Билет. Помимо навыков общения и подбора ключика к каждому пассажиру, кассиру нужно еще знать объемную нормативную базу льгот, правила перевозок, ориентироваться по маршруту и знать все остановки, потому как пассажиры часто спрашивают, собственно, где мы сейчас едем и когда уже приедем. А еще кассир лицо материально ответственное. Сейчас, конечно, платежи в основном по карте производятся, но все равно нужно отвечать и за деньги в толстой сумке на ремне. А потом еще в конце смены готовить отчеты и быть при этом весь день на ногах. Посадка окончена. Поезд отправляется. Следующая остановка – Сосновая Поляна. Какой сейчас топ-5 самых изощренных обманов пассажиров, чтобы не платить за проезд по состоянию на 2025? Чтобы совсем не платить? Вообще не платить.
Туалеты, Туалет. бегать по туалетам, ходить из первого вагона в пятый, Сейчас мы туда-обратно. пассажирам расскажем плохие советы. И топ-3 – это притвориться спящим. И когда будешь человека, видно, что он моргает Уважаемые глазами, пассажиры, но наш поезд прибывает на он делает вид, что он станцию очень крепко спит. Лигово. Оплата будет по карте наличными 113 рублей. Пожалуйста. Оплата прошла. Пожалуйста, счастливого пути, хорошего дня. Накануне съемок мы в нашем телеграм-канале попросили наших зрителей задать вопросы, чтобы они спросили у кассира. Ну, тут, кроме шуточных, вот из того, что можно, так скажем, озвучить, можно ли оплачивать подорожникам сейчас в пригороде? Оплачивать нет, но можно туда вносить абонементы. Угу. Что бы это ни значило. Спрашиваю также, люди интересуются зайцами, много ли стало их за последнее время, ну, если взять вот 5-10 лет назад или сейчас, допустим, да? Ну, или если вы работаете 2 года, то есть 2 года назад их было больше или относительно текущего момента? Сейчас стало меньше. Сейчас стало меньше, вот, народ стал более законопослушный. Так, и что еще, ну, про самые необычные пассажиры или их багаж? Вот такой вот вопрос еще. Это, наверное, был дедушка с плинтусом. С плинтусом? С плинтусом. Длинный плинтус, да? Да. И также вот коллеги рассказывали, забор провозили. Забор. Ничего себе. Я помню из своей практики, я, правда, ехал не на электричке, а на трамвае, как-то перевозил спутниковую тарелку, но это тоже было очень забавно. Стоит отметить, что с каждым годом в АО СЗППК значительно увеличивается объем перевозок пассажиров на современных и комфортабельных электропоездах «Ласточка» и «Финист». А одним из приоритетных направлений развития является интеграция пригородного железнодорожного транспорта в единую городскую транспортную систему Санкт-Петербургской агломерации. Мы уже не раз рассказывали вам об организации тактового движения пригородных поездов в часы пик на пригородных городских маршрутах. Также происходит расширение географии туристических и рекреационных маршрутов, в том числе на основе мультимодальных перевозок, а также развитие комплексных туристических продуктов, включающих перевозку пригородным железнодорожным транспортом, экскурсионное обслуживание и прочие сопутствующие услуги. Уважаемые пассажиры, приготовьте проездные документы на проверку, а также документы, подтверждающие право льготного проезда. Здравствуйте. Счастливого пути. Здравствуйте. Ну что, рейс окончен, я так понимаю, что улыбка еще больше теперь, да? Да. Теперь домой? Теперь Или домой, нет? отдыхать. Нет, не домой. Самое интересное сейчас, наверное, да? Куча отчетов каких-нибудь. Закрытие смены, расписаться во всех журналах, сдать кассовое оборудование и уже домой отдыхать. Сейчас понаблюдаем, что же это такое там прячется в комнатах на вокзалах, где кассиры пересчитывают бесконечно деньги, полученные от пассажиров. Так что, друзья, если хотите ехать спокойно, не забудьте купить билет в кассе. Ждем ваших комментариев о том, как вам такие сюжеты о людях железнодорожной профессии. Ну и до встречи в следующем выпуске. Счастливо!